красоту я делала. Вначале намазываем таким клеем, который цветным клеем. Потом с другой стороны и вот так обклеиваем, а изначально мы сделали это из вот таких этих палочек, и внутри он будет светиться. Сегодня такая чудесная погода. С понедельника пришло тепло, такое прям активное тепло. В Украине в это время, как мама говорит, дожди, а у нас вот я с коротким рукавом, и мне очень комфортно. К обеду прям вообще тепло. Я вчера была в футболке, и мне было прям комфортно. Это я в часов 6, да, в часов 6 я была в футболке, было очень комфортно. Сегодня я сходила на мастер-класс по изготовлению фонариков. В пятницу будет такое мини-пати, будут детки из школ, с местной, с Эвила, в которую ходят мои дети. Марк рассказывал, что вчера они делали такие маски, которые, не знаю, светящиеся, наверное, он уже потом покажет, я у него подробно еще не расспросила, но, наверное, светящиеся. Сейчас мы делали фонарики из веточек, а внутри обмотана одна веточка электрической лентой, которая будет светиться. И мы сделали, потом обклеивали разноцветной бумагой с клеем и оставили сейчас сушиться на солнце. А потом в пятницу мы придем с детками, и будет вот такой как мини-парад. Мы будем ходить с этими фонариками. Я так понимаю, шапочки будут одеты, вот эти такие смешные, всякие светящиеся. Ну, такое будет празднование. Я сейчас не помню, как точно называется, потом скажу чуть позже, как этот праздник у них называется. И просто неделя, конечно, такая летняя, последняя. Я так думаю, что это последняя теплая неделя. Наслаждаемся, получаем витамин D. У мальчишек уже отрегулированное расписание по футболу. В понедельник у Марка был матч выездной. Они выиграли. Была у Родиона тренировка. Сегодня день без ничего. Завтра после продленки они приедут, мы пойдем на шахматы. Начинаются опять шахматные занятия. И, сегодня у нас учительница. Да, у нас сейчас по четвергам, у нас получилось по средам и пятницу занятия с учительницей. И у Родиона в субботу будет первое занятие с английской учительницей. Я ему договорилась, нашла мне Розалин, которая главная у нас с продленки. Я подошла к ней, попросила, чтобы она нашла учительницу здесь, потому что из украинских никого нет свободных, из кого я спрашивала. Я хочу помочь Родьке заниматься немножко больше английским, потому что ему сложно, он пошел в 1 класс, 6 лет, и я хочу ему помочь чуть больше понимать, поэтому, пока 1 раз в неделю, конечно, больше я пока не могу, 15 евро, получается, за полчаса будет, пока посмотрим, как будет он справляться, еще у него такого опыта нет. Вот начнем. Она сказала, что она придет первый день и с ним лично познакомиться, потому что он еще маленький. А дальше не знаю, то ли она будет приходить, то ли это будет онлайн формат. Уже дальше решим. Пока детки на продленке, домашние дела, плюс английский, плюс теперь еще марафон. Немножко я расстроилась, конечно, я понимаю, что вряд ли буду в числе победителей, но это не важно, это будет практика, просто потому что там есть задания, которые идут со следующей недели, то есть мы проходим на платформе определенные задания. Некоторые темы, которые попадаются у меня в вопросах, еще не проходила я, и поэтому, конечно, очки за это снимаются. Ну, неважно, это хороший опыт, практика. Единственное, что, конечно, это очень все сложно успеть. И плюс еще 2 раза в неделю уже начались занятия оффлайн английским. В прошлом учебном году я была на уровне A1. Я на нем же была и онлайн
Мне посоветовали все-таки пройти еще раз. И действительно, это была хорошая практика. Но сейчас, когда я пришла, но я уже вот 2 месяца назад, уже именно онлайн, я уже перешла на уровень pre-intermediate. И нас здесь распределяют автоматически, как бы где ты был, там, где ты был, туда и направляют к тому же учителю. И тогда у нас было 2 учителя. Один день одна, другой день другая. Той второй сейчас уже нет. И остается одна, она знает русский, немножко украинский. Вторая преподаватель, носитель английского языка. Я у нее еще не была, и я решила пойти к ней, потому что уровень A1 уже для меня слабенький, потому что учу, практикую и, конечно, уже разговариваю какими-то предложениями, хоть и с ошибками, но неважно. Говорить сложно, как обычно, легче понимать, читать. Но я уже чувствую, что, конечно же, уровень вырос. Мне сейчас на вот этом уровне, на который я записалась, перешла, попробовала, и мне понравилось. Мне там больше понравилось. Девочки уже примерно моего уровня, где-то кто-то чуть лучше, кто-то хуже немножко, но мне комфортно с ними. У нас уже такие разговоры на какие-то темы определенные, мы составляем различные маленькие рассказики. Учительница достаточно позитивная, интересно ведет урок. Мы прописываем какие-то рассказы сами, то, что знаем, потом мы это читаем, озвучиваем, она исправляет ошибки. А потом вот на первом уроке, на котором я была, в конце мы еще слушали песню и вставляли слова, которые по смыслу, там вот они высвечиваются, и которые по смыслу мы считаем, что подходит. Так что так весело, еще и музыку слушаем, воспринимаем на слух, мне нравится. Плюс распечатала себе еще на листиках слова, тоже нашла у еще одной учительницы, типа 400 наивживанейших слів. Самых распространенных, не знаю, как насчет самых распространенных, но вот тоже читаю, когда где-то гуляю, беру с собой и читаю их, потому что вот самое сложное для меня это словарный запас. Его увеличивать очень сложно, не хочет голова запоминать новые слова, ну, запоминает, но очень медленно и по чуть-чуть, и на это нужно много времени. Но тем не менее, когда вот я стала слушать учительницу вот на этом уровне, я понимаю, что я ее понимаю. Она говорит немедленно и не слишком быстро, как раз нормально для понимания. Но, конечно, воспроизвести, это сказать, воспроизведи, конечно, я это не смогу, и это у всех так. Но понемножку будем улучшать. Поэтому, да, вроде как свободное время есть, но оно все расписано, и порой не успеваешь, потому что учеба забирает время, и, конечно, вот дети приезжают, а я еще доделываю, еще при них доделываю. Плюс еще с детками, особенно с Марком и с Евой, занимаюсь упражнениями для коррекции осанки. Конечно, в идеале нужно каждый день заниматься, но так у нас не получается. Стараемся через день, максимум какой-то 2 дня пропуск, но обычно вот так через день. У Марка уже давно результаты я вижу, он прям крепче стал благодаря всему, все вместе. У Евы тоже чуть-чуть, но изменения уже вижу.
Нас немножко украсили с Евушкой, да? Будем сегодня вот такие яркие в параде. Покажись, это ты делал? Класс! Смотрите, это Марк делал своими руками. Prepared. Big scream on 1, 2, 3. Давай, давай, вперед. Я знаю, иди вперед. Super fast. Let me demonstrate a single, just a single whoosh. Are we ready? Just a single whoosh, and we go whoosh like that. Did we see it? Did we see it? Yeah! Are we ready? Keep the eyes ready. Here we go, whoosh, whoosh. Just like that. Do we have the idea? Do we have the idea? Here we go, whoosh, 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 whoosh. Hey! I'm not sure about this. This might not be a good idea after all. What do you think? Can we do it in the air? Holy moly. That was very serious. Sorry. That was the wind. The wind just blew me down there. Very strong wind. Hang on, I'm going to say that to the friends over here. I just came to say hello. How are you? Good to see you. Hello, little people. This is some of the smallest people I've ever seen over here. Okay, what do you make of this? All right. What's over there? No. Let's see that out of there. Вот это фонарик, который я делала. Вот они вот так висят, все красивенько.